Эта война, с точки зрения освещения, совершенно парадоксальная. С одной стороны, впервые в человеческой истории обе стороны большой войны находятся в едином информационном пространстве. Военную пропаганду придумали не вчера. Доносить свою точку зрения до солдат и населения противника тоже не вчера научились. Но чтобы стороны конфликта буквально жили в одних лентах соцсетей, смотрели одни и те же ролики на Ютубе и взаимодействовали каждый день друг с другом, это, конечно, уникальное явление 21 века. В частности, по этой причине мы неплохо видим картину в целом. Понимаем расклад сил и, в общем, при некотором навыке работы с информацией, при анализе источников со всех сторон мы можем сложить плюс-минус цельное впечатление о происходящем. Но с другой стороны, когда дело доходит до частностей, до оперативного положения на поле боя, до сражений за отдельные точки и контроль над ними, до потерь обеих сторон, мы не знаем практически ничего. Битва за Донбасс была анонсирована еще в начале апреля и ожидалась самое позднее к его концу. Это должны были быть самые масштабные сражения со времен Второй мировой. Их итогом должно было стать либо окружение крупнейшей группировки украинских войск, либо разрушение иллюзий Путина о контроле над востоком Украины. Ничего похожего в апреле не случилось. Бои местного значения как шли, так и продолжались. Села и хутора как переходили из рук в руки, так и продолжали переходить. Причина тому была очевидной. Россия истратила те ресурсы, что были изначально, и не успевала собирать новые. Спустя месяц что-то все же началось. Российские войска подтянули ресурсы, технику и людей. В стране уже месяц идет ровно то, что мы предполагали. Ползучая мобилизация без объявления и всеобщего характера, не централизованная, но распределенная и весьма активная. Поступает множество сообщений о том, что военкоматы подряд обзванивают бывших военных и вежливо предлагают заключить новый контракт с крупной выплатой сразу после подписания. Кроме того, Украина столкнулась с бюрократическими барьерами в поставке новых вооружений от западных союзников. Ситуация качнулась в сторону российского руководства, чем оно тут же и воспользовалось. Бросило российские силы в атаку с целью окружения украинских войск. Эта попытка окружения совсем не такая масштабная, как предполагалось с самого начала, но тем не менее ситуация очень серьезная. Российские войска наступают по 3 направлениям, и под угрозой окружения 10-тысячная группировка украинских войск. А пока Россия расчехляет вообще все ресурсы, включая танки Т-55, разработки конца 50-х годов, пока на фронт едут бесконечные эшелоны техники, а контрактникам готовы платить годовую зарплату бедного региона за месяц боев, западная помощь Украине сильно тормозится о бюрократические препоны. Именно в последнем пункте кроется главная проблема. Украинская армия уже доказала, что умеет воевать крайне эффективно, причем воевать с многократно превосходящим противником. Но идет фронтальная война. А эта война не только про стратегию и выучку, это война про ресурсы, про вооружение и технику, которые должны приходить в объемах больших и быстрее, чем их перемалывает фронт. Здесь речь не о какой-то отдельной партии техники, которую нужно согласовывать месяц. Здесь нужен тот формат помощи, который был между союзниками во Второй мировой войне. Мы не ждем, пока старую партию танков разобьют. Сразу с уходом одного конвоя в СССР уже снаряжается следующий. Именно для этого, для победы над бюрократией и процедурами, которые в этот раз просто неприменимы, в США приняли закон о ленд-лизе на рекордные $40 миллиардов. Беда в том, что закон этот только начал действовать. Только что из США отправили первые партии вооружения. И это в начале 4-го месяца войны. То есть у Путина было достаточно времени, чтобы вскрыть все запасы, потратить сколько угодно денег и пойти на новый рывок. Рывок, в котором он имеет шанс на локальный успех. В этом главная хорошая новость, если так можно сказать, ведь еще в марте реальная опасность висела над всей Украиной. И шли разговоры о захвате Киева за 3 дня. А теперь серьезной угрозе подвергаются только отдельные части востока и юга страны. Но все же это качественное изменение войны. Впервые за долгое время мы видим нарастание красных пятен на карте, а не их сужение. Насколько все плохо или не так плохо для украинской армии, сейчас достоверно понять невозможно. Невозможно потому, с чего я начал. Мы хорошо видим картину в целом, но совершенно не видим ее оперативно. Тем не менее, не вдаваясь в те подробности, которые нам неизвестны, постараемся описать расклад.
Начнем с того, откуда у Владимира Путина взялись силы на новый рывок. Ведь мы более-менее понимаем масштаб потерь. Западные разведки и исследователи по открытым источникам утверждают, что российская армия потеряла не менее трети из тех сил, которые вторглись в Украину в феврале. Мы знаем, что потеряно около 1000 одних только танков. 1000 танков – это 30 танковых батальонов. Это ни с чем не сравнимые потери. Таких потерь не несла ни одна армия за последние почти 80 лет. Это больше танков, чем в сумме состоит на вооружении у Британии, Франции и Германии. Чтобы восполнить такие потери, нужны годы производства и миллиарды долларов. Откуда же у России берется наступательный потенциал при таком масштабе потерь? Ответ не очень сложный. Во-первых, совершенно необъятные по количеству резервы военной техники. Техника эта старая, советская, техника не готовая к современной войне, и гибнет она на фронте с головокружительной скоростью. Но все равно это танки, это бронетехника. В данном случае, когда нужно обеспечить локальный успех, подавить массой, численное превосходство – это не просто цифры. Особенно если война ведется таким образом, что никаких задач по сбережению людей и техники нет, когда на каждый подбитый танк можно расконсервировать еще 10. Во-вторых, это продолжение первого, отказ от глобального наступления по всей территории Украины. До российского руководства очень долго доходило, что Блицкриг провален, но дошло даже до них. Ныне силы не размазаны по 1500 километров границы от Припяти до Херсона. Ныне все сконцентрировано на одном локальном участке. С двумя целями. Получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и окружить украинскую группировку. Причем и окружить уже не так, как планировалось изначально. Но устроить довольно существенный локальный котел. В-третьих, кампания по мобилизации. На масштабную мобилизацию, что было совершенно ожидаемо, никто пойти не решился. Причины знают в Кремле из своих закрытых соцопросов. Причины знаем мы из опыта, логики и здравого смысла. Можно продать обществу войну по телевизору, но гораздо сложнее продать войну в повестке собственному сыну, мужу или брату. Мобилизация, если проводить ее всерьез, могла иметь самые непредсказуемые последствия, начиная от тихого саботажа на местах и заканчивая открытым протестом. Невозможно воевать с Украиной, которая успешно проводит мобилизацию, которая реально может поставить под ружье до 1 миллиона человек, силами призывников из Бурятии и Дагестана. Там банально не хватит населения. Опция, которую создал Владимир Путин своими успехами за 22 года президентства и которой он сейчас успешно пользуется, это нищета. За месяц боевых действий по контракту для отслуживших срочников ныне предлагают по 300-350 тысяч рублей. Для Псковской и Тамбовской областей, для десятков регионов России это годовая средняя зарплата до вычета налогов. Пусть мы понимаем, как далека средняя зарплата по Росстату и реальное положение вещей, но даже если поверить в ту 31 тысячу рублей в Смоленской области, то буквально за 2-3 месяца войны можно себя и семью обеспечить на 2-3 года вперед. За 3-4 месяца можно купить нормальную квартиру в областном центре. Нищета, к сожалению, это очень мощный ресурс мобилизации. Особенно когда люди смотрят войну по телевизору и не осознают, что их реально ждет. Не осознают, что война не проезд на танке с флагом, что война – это мерзнуть в окопах, это голодать, это калечиться, это умирать. Провинциальный житель, когда-то отслуживший в армии и на гражданке увязший по уши в микрокредитах, видит перед собой цифры из другой вселенной, которые ни в его городе, ни в его регионе никто из его знакомых никогда не зарабатывал даже и близко. Цифры, которые могут решить все его проблемы. Поэтому мы видим, что люди с охотой идут на рекрутерские пункты для отправки на войну. Ведь пока это не война, это просто работа, на которой не требует квалификации, за зарплату, которой и директор местной фабрики в глаза никогда не видел. Осознание, как правило, приходит уже на фронте. С первых недель войны мы видим феномен повторных отказников, когда люди побывали на передовой, посмотрели, каково это, и не спешат возвращаться обратно под пули и снаряды. Это действительно очень важный процесс в ходе этой войны, который будет влиять не только на битву за Донбасс, но на исход всей войны. С одной стороны, финансовая мотивация в сочетании с пропагандой действительно работают. Людям предлагают заработать огромные по их меркам деньги натурально за экскурсионную поездку, как им это кажется, смотря телевизор.
С другой стороны, именно из-за того, что телевизор торгует победами, именно из-за той огромной разницы между картинкой и реальностью, которую встречают военнослужащие как из штатного числа, так и мобилизованные, тут и там происходят эксцессы. Эксцессы такие легко замять, когда речь идет о единичных солдатах. Но когда от отправки на фронт отказываются целыми подразделениями, когда на это вынуждены реагировать те, от кого никто не ожидал, вроде региональных депутатов во Владивостоке, скрыть неприятности становится невозможно. Буквально вчера 2 депутата от КПРФ в Приморье, к полному изумлению всего зала заседаний и к ужасу губернатора Кожемяка, прямо и недвусмысленно потребовали от Владимира Путина вывести войска из Украины. Возможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военнослужащих. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации. Юрьевич, я вам делаю предупреждение. Мы требуем прекратить... Вы вышли из повестки, из регламента. Леонид Юрьевич, нарушаете регламент, выступаете без разрешения председательства. Депутаты Васюкевич... На всякий случай напомню, что Приморье — это не Москва, это не протестный Урал и даже не приграничный с Украиной регион, где хлебнули уже войны. Это довольно глухой с политической точки зрения субъект федерации. Да, региональные отделения КПРФ давно выступают формальными юрлицами для местных оппозиционных политиков. Да, там не очень-то любят Единую Россию. Но здесь стоит вопрос не вырубки лесов, не пенсии и пособий, и даже не коррупции выборов. Тут политическое высказывание, которое де-факто вообще-то криминализовано. Тем не менее, запретные слова произнесены. Они попали во все независимые медиа. О них узнали миллионы людей по обе стороны границы. Помимо всех военных соображений, помимо снабжения Украины западными союзниками, помимо локальных успехов и неудач на фронте, вот эти процессы тоже чрезвычайно важны. Потому что то, когда закончится война, в большей степени зависит не от того, какой город или поселок в чьи руки перешел. В долгосрочной перспективе все зависит от того, сколько Владимир Путин сможет контролировать ситуацию в России, чтобы продолжать вести ту войну, которая нужна только ему, чтобы продолжать заваливать трупами Украину. Эта война для Владимира Путина – дело жизни и смерти. Он это понимает и готов потратить любые ресурсы, чтобы не понести военного поражения. Мы уже говорили, что поражение всегда сирота. В поражении Путин останется один, и он не настолько оторван от действительности, чтобы этого не понимать. Любые деньги на мобилизацию, любой ущерб экономике, любые масштабы репрессий. В публичном поле больше не допускается ничего даже отдаленно похожего на инакомыслие. Вся вертикаль власти работает только на войну. Каждый чиновник должен лишний раз выпрыгнуть из штанов в верно-подданническом милитаристском угаре. Любое антивоенное высказывание, тем более высказывание с официальной трибуны, ныне имеет реальные и очень серьезные последствия. Есть только генеральная линия. Любое отступление от нее в лучшем случае конец карьеры. Но одновременно с этим, с тем, что любые ресурсы идут на войну и все должны на нее работать, в какой-то параллельной реальности происходит совсем иное. Единожды увидевшие войну солдаты больше не хотят возвращаться. А в наглухо зачищенном, казалось бы, депутатском корпусе регионального собрания находятся смельчаки, причем в количестве больше одного, которые открыто высказываются против войны. Один из депутатов записал звонок с военными, которые, находясь в Луганской области, отказались идти на передовую. Сейчас они в интересном положении. По их словам, им не выдают оружие и даже сняли с довольствия, так что еду, воду и ночлег они добывают себе сами. Послушайте чуть-чуть совсем. Показывать лица не буду. Есть короткосрочники, есть срочники, которые на контракт перешли, их обманом сюда привезли, якобы на учения. Сейчас в данный момент у нас у всех подбирали бронежилеты, автоматы, чтобы, бояться, не знаю чего, чтобы... Некоторые народ сам уже самовольно домой ушел, уже границу кто-то пересек. Кто-то на границе сидят, ждут, когда их заберут офицеры, что не пускают без границы. У некоторых военники, паспорта все позабирали. Хочу идти в бой, потому что уже с нами командовали, с их ошибками, что у нас были потери, очень много потерь из-за их ошибок. Поэтому я отказываюсь идти в бой, я хочу домой нас. На самом деле все по-другому, по телевизору, там все
все красиво, все мы побеждаем, мы такие все охеревшие, последние вооружения. Тут технику всякую списанную привезли, которые вообще хлам. На ней механики ездить, постоянно ее тут чинят, ну, как говорится, честно говоря, из говна конфетку сделать, чтобы на ней ехать в бой. Добрый день, меня зовут Тита, я с Брестской области, Биробиджана, сержант Пасючев. Такая ситуация, команду мы уже объясняем уже не первый раз, чтобы нас отсюда вывезли одной командой, что мы готовы выехать отсюда за свой счет, взять там билет, неважно, там на самолет или на поезд, что мы можем сами выехать. Командование нам говорит, что они этого сделать не могут, хотя они могут это сделать, они боятся только одного, что если они такую большую команду вывезут отсюда, много отказников, начнется кипиш. Мы себе пошли, нашли клеенку, чтобы сделать шалаш, потому что здесь подождем ночевали, все равно и на что нам медики даже дали таблетки, дали таблетки от головы, ну и так и все. Мы приехали с Приморья, с города Уссурийска, от Сергеевского 394-го полка. Количество людей сейчас, агитация офицеров прошла, сейчас половина уже назад откололись. Из-за страха, то, что их там настращали, посадят в тюрьму. Обратите внимание, единственный аргумент власти и для солдат-отказников, и для выступающих за прекращение войны – это страх. Слишком многие уже понимают, что эта война – катастрофа, что она ведет к еще большей катастрофе и закончится поражением. Хотя не у всех хватает мужества говорить и действовать. Страх – это не милитаристский угар, в котором по версии пропаганды пребывает российское общество. Страх – это просто страх, чувство, которое имеет свойство со временем проходить, или, по крайней мере, заменяться другим страхом. Командир, который угрожает расстрелом, это страшно, но противник еще страшнее. Уголовное дело за публичное высказывание тоже страшно. Но некоторые люди не хотят или не могут молчать даже в случае такого страха. И становится потихоньку понятно, что завтра наступит, и все это в нем как-то вспомнится. И тот факт, что люди даже в настолько глухой ситуации, которая есть сегодня, готовы побеждать свой страх, это отличная новость. Отличная новость для России и отличная новость для Украины. Оперативная ситуация на фронте может меняться очень быстро и в разную сторону. Враг Украины все еще силен, а главное отчаян. Он проиграл все свои цели и готов убить произвольное количество людей, только бы не оказаться тем, кто, развязав войну, не смог ее выиграть. Но, наблюдая за сводками боевых действий, за названиями населенных пунктов, переходящих из рук в руки, важно помнить, что они имеют значение лишь в краткосрочной перспективе. В перспективе, боже упаси, не лет, но месяцев, Путин запустил все те процессы, которые приведут к его поражению. Война теряет популярность внутри России и будет ее терять. Российская экономика в изоляции и будет деградировать. Окружение Путина будет все больше раздражать, что они лишились своей прекрасной жизни и оказались заложниками его амбиций. Фронт будет постепенно перемалывать ресурсы, причем часто перемалывать невосполнимо. Даже совершенно справедливые претензии к западным союзникам Украины, которые занялись своим любимым делом, бюрократическим волейболом, пока люди гибнут, а Украина отчаянно нуждается в вооружениях, имеют значение только сейчас. Сейчас имеют критическое значение. Но, несмотря на все препоны, решения, тем не менее, принимаются. Техника и вооружение едут. Едут все больше и больше. Едут в таких масштабах, которые украинская армия никогда раньше не знала. Мы это говорили с первого дня войны, когда многим казалось, что катастрофа пришла, а российские диверсанты ездили на БМП по Киеву. Мы это повторим сейчас, когда ситуация на Донбассе сильно ухудшилась. Нет варианта, где Путин выигрывает. Весь вопрос, как и когда он проиграет. До завтра.